Но то, что ты можешь там принимать решения, думать своей головой. Кто основатель и кто сооснователь, мы до сих пор спорим. Вот так 365 дней в году, 24/7 вместе с человеком, это очень сложно, это архисложно. Я диплом когда защищал, меня декан говорит: слушай, ты поможешь, если что, ипотеку взять? Конечно, я не всемогущая, это понятно. Я неделю отходил, я хотел все бросить. Здравствуйте, вы на канале Georgian Private Investment, и с вами внезапно Игорь Попов. На самом деле я нахожусь обычно по ту сторону экрана, вернее камеры, и снимаю все ролики в последнее время. Вот. Но сегодня необычный выпуск, и я попал в кадр для того, чтобы поговорить с Антоном и Галиной. Привет. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Зрители этого канала знают вас в первую очередь как экспертов недвижимости в Грузии. Но помимо этого, мне кажется, что это не совсем полная картина, которую наш канал, так скажем, транслирует о вас. Потому что вы не только эксперты в недвижимости Грузии, вы, во-первых, еще девелоперы, вы творческие личности, вы путешественники. И вот об этом всем хотелось поговорить. Когда смотришь ролики, возникает ощущение таких очень уверенных и успешных людей. Вот я хотел у вас в первую очередь спросить, ощущаете ли вы себя успешными людьми? И что это для вас? Ты начнешь или я? Как? Давай, начинай. Да, я ощущаю себя успешными людьми. На Что самом деле, такое успех? когда просыпаешься, и не хочется лежать дальше в постели, а хочется вставать и идти на работу, что делать интересное, что-то создавать, оказывать какие-то услуги людям, получать благодарность обратно. Ну, на самом деле, мне кажется, успех — это когда ты успеваешь. Вот успех от слова «успеть», да? Мы действительно за годы нашей профессиональной работы, в общем-то, очень многое успели и успеваем до сих пор, и наша работа очень разносторонняя, такая в широком смысле, в широком ключе. Мы же не просто агентство недвижимости. И наша жизнь, надо сказать, ограничивается не только работой. Поэтому я думаю, что да, я тоже считаю себя успешным человеком, потому что я сама по себе, и вместе мы тоже, я чувствую, что мы очень много успеваем. Хоть не успела на полчаса на это интервью. Задержалась. Да, я наконец-то научился не нервничать по этому поводу, не злиться, а принимать просто как данность. Это тоже успех. Это тоже успех. В одном из интервью, Галя, с тобой ты говорила про то, что счастье — это не то, что приходит извне, а то, что рождается внутри. Что в сегодняшнем дне помогает вам быть счастливыми? Я заплатил Игорю зарплату сегодня. Я оплатил все счета. Все довольны на работе, все зарабатывают, все делают сделки. И еще деньги остались на счете. Еще завтра у нас корпоратив. И, не знаю, сделайте подарок. Правда, это как бы банально, но вот каждый день, вот вечером мы разговариваем с Галей, как-то прошел день. У меня последние дни, последнее время, у меня вообще все хорошо. Просто я просыпаюсь рано утром, ложусь поздно вечером, высыпаюсь, довольный, улыбаюсь, хожу. Ну да, на самом деле ничего не изменилось с прошлого интервью. Счастье, оно на полном серьезе идет изнутри. Вчера буквально у нас была ситуация, моя мама принесла в офис большой пирог с персиками, испекла сама его и всех угостила. И мы сидели за столом, частью команды, частью наших сейлзов. И все так радовались, всем было очень вкусно. Я смотрела и чувствовала, вот этот момент — это тоже счастье, когда вот в такую пятиминутку все могут поделиться какими-то восторгами, даже не связанными с работой. Но тем не менее мы здесь, в офисе нашей команды. Сложно вообще, когда работа является практически всей жизнью. Ну вот просто мама приходит в офис, приносит пироги. То есть нет возможности это сделать дома. Да есть такая возможность. Просто если зоны ответственности разделены, если вешки там правильно расставлены и никто не лезет друг к другу в дела, то нет, не сложно. А в целом, конечно, сложно. Мы с Галей 9 лет, 24/7, 365 дней в году. Хоть и начали в последнее время отдыхать отдельно, а так всегда вдвоем. Ребята, быть в офисе, дома и вообще как бы вот так 365 дней в году, 24/7 вместе с человеком, это очень сложно, Очень. это архисложно. И это вообще мало кому дано, и мало кто вообще способен с этим справиться, потому что разделить, вот то, о чем ты говоришь, разделить зоны ответственности, расставить вешки, ну попробуйте сделать это в моменте так, чтобы у вас просто все договоренности сложились как пазл. Это не работает вот так, это
ежедневный труд, многолетний, и действительно, ты правильно отметил, мы в последнее время выбираем отдыхать вместе, потому что как раз... Раздельно. Ну, он наоборот, да, раздельный, говорю вместе, показываю раздельно. Выбираем способы, как нам найти какое-то пространство личное для себя, да, в том числе, потому что это тоже часть как раз вот этого труда для того, чтобы дальше идти вместе рука об руку, потому что это действительно непросто. И, надо сказать, в бизнесе это тоже своего рода ну, такой челлендж, потому что это и конкуренция определенная возникает, когда мы в бизнесе, нет мужчина-женщина, там же как бы довольно бесполая ситуация, и какое-то соревнование, и борьба за какие-то принятия решений, и чье мнение важнее, главнее, кого мы принимаем, кого не принимаем, да, и так далее, и так далее. Поэтому, а потом все это несешь домой, и в принципе тоже, да, там надо, наоборот, переключиться как-то из позиции вот этого бесполого пространства, наоборот, войти в ситуацию, что есть мужчина, есть женщина, мы дома, здесь какое-то поле безопасности, поэтому да, это сложно, и не всякий на это способен, но мы справляемся. Ну да, потому что так можно прийти и пожаловаться жене на то, что вот на работе. Начальник козел, да? А тут как быть? Да, тут непонятно, кому и на кого жаловаться. Да. Ты в каком-то интервью ты сказала, что ты больше чувствуешь себя грузинкой, чем русской. Если это все еще так, то можешь объяснить, что ты имеешь в виду? Да, это все еще так, и надо сказать, за 6 лет в жизни здесь, мне кажется, только я укрепляюсь в этом ощущении, потому что у грузин есть уникальная такая какая-то черта внутренняя, чувство собственного достоинства на очень высоком уровне, какое-то самоуважение, из которого произрастает уважение к людям вокруг. И мне кажется, вот это такой один из вообще ключиков какой-то грузинской идентификации, поэтому я с этим себя очень ассоциирую. Мне это очень близко, это для меня ну, как бы является базовым таким да, качеством, каким-то внутренним ощущением вообще для взаимодействия с окружающим миром. Оно проявляется и в жизни, в работе, в делах, в принятии решений, в партнерстве, везде, в общем-то, во всех сферах жизни. Ну и, надо сказать, другие какие-то вещи меня тоже очень вдохновляют здесь, в Грузии. Вот это какая-то семейственность, вот эта большая такая клановость, где все вместе, все друг друга знают. Вообще Грузия — это одна такая большая семья, вся страна. Мне это очень близко, мне это очень отзывается. Я чувствую себя вот в этой культуре очень комфортно, гармонично. Антон, можно ли сказать, что ты наполовину грузин? Тяжело говорить о себе, можно лишь аккумулировать то, что обо мне люди говорят. А люди говорят следующее, что когда я нахожусь в Италии, я итальянец. Когда я там в Киеве, я украинец. Когда я в Австрии, я австриец. Когда я в Грузии, наверное, грузин. Ну, я настолько хорошо говорю слово «гамарджоба», что грузины со мной начинают разговаривать на грузинском. И все начинают со мной «картулийцы» сразу же. И тут Галя выходит на первый план. Видите? Ну да, раз уж про язык начали говорить, ты пытался учить? Я и пытался, и учу постоянно. Это такая перманентная история. Какие-то базовые слова, там, в магазине, в аптеке тренировался, потом в офис наняли репетитора для всей команды. Я туда ходил, делал домашнее задание. Ну так потихоньку. Я мог бы уже за это время и заговорить, наверное, но для меня сейчас по работе и по жизни важнее выучить английский и на нем разговаривать. Поэтому я сейчас упор сделал в английский язык. И как только я пойму, что мой уровень английского позволяет мне разговаривать с клиентами, как сейчас с тобой, я сразу же займусь плотно изучением грузинского языка. У тебя, видимо, с английским уже изначально все было хорошо. Да, мне повезло. Период подготовки к экзамену на гражданство, это был первый год жизни здесь, и он, конечно, мне сильный такой буст дал, вот именно работа с преподавателем. Инга, добрый вечер, привет. Там сильный такой был толчок, но в целом, в остальном больше я не учила так специально. Как-то в быту, в жизни я очень легко воспринимаю на слух, и опять же, это вообще парадоксальная вещь, я когда приехала в Грузию, еще до всех там каких-то первых курсов обучения и так далее, у меня сразу сложилась работа в грузинской команде, был грузинский коллектив вокруг, и они удивлялись очень, когда я вступала в диалог. То есть я понимаю, что они говорят, как-то из контекста, на уровне ощущений, по интуиции, и там вступаю в диалог, отвечаю, и, в общем-то, не в просак, да, попадаю, слава богу, вот. И все удивлялись, и даже меня это удивляло, конечно же, лично. Вот. Ну а сейчас, опять-таки, да, за 6 лет тоже уже был богатый опыт работы с грузинскими командами, и сейчас я снова оказалась в ситуации работы с грузинской командой в том числе.
Поэтому вот так я и учу. Но ведь выучить язык невозможно, вот взять и выучить. Он становится либо твоей частью какой-то культуры, быта, да, твоего говорения, твоего общения и взаимодействия, либо забывается. Поэтому здесь нам немножко везет в том плане, что мы находимся в этой среде, и на этом прекрасном языке можно практиковаться, говорить и слышать, и понимать. С тобой соглашаются говорить на грузинском, да? Со мной соглашаются говорить. Да. Это обычно часто бывает, зачем тебе, давай лучше на русском. Нет, Если ты будешь мучиться. мои коллеги в том числе, наоборот, поддерживают меня в этом, помогают, говорят, что давай, надо тебе разговориться, не бойся делать ошибки, а я такая перфекционистка, мне надо идеально, мне надо сразу хорошо или никак. Но они поддерживают меня, да, очень в этом. Расскажите о вашем первом впечатлении о Грузии. Вот как менялось вот это вот впечатление? Вот никак. Я приехал сюда, нас пригласили на выставку по недвижимости в сентябре 2018 года. Я как обалдел от того, что здесь строится, так сейчас обалдеваю. То есть я смотрю на эту страну с точки зрения, у меня профдеформация, наверное. Я в любой недвижимости, в любом здании я вижу потенциальный продукт, который можно там продать, купить, арендовать, сдать, реновировать, все что угодно. И тут, конечно, ты же сам видишь вокруг, да и все видят вокруг, что происходит. Где-то это нелепо, где-то это из каких-то там крив в кость, неправильно, но очень много всего интересного. То есть я как бы не изменилась никак. Самое-то главное все-таки люди и вообще то, что происходит, да, то, что люди делают здесь, и как себя ведут, и какую там культуру вокруг себя, да, сеют. Мое отношение тоже не изменилось. При всем при том, что я согласна. Конечно же, за время жизни здесь открылись какие-то нюансы, как вот мы начинаем дружить или общаться с человеком, да, нам сначала кажется, что он вообще вот такой весь с одной стороны, и только один бачок, и весь розовый. Вот. Потом начинаем взаимодействовать, понимаешь, что нет, есть какие-то и темные стороны, есть вопросы, есть недопонимание, но в целом глобально ты либо это принимаешь, либо не принимаешь. Вот в Грузии для меня все с точки зрения принятия происходит до сих пор, и я надеюсь, что будет так и дальше происходить. Я в полном восторге. В частности, там Аджария, Батуми — это вообще какое-то чудо. Это грузинское чудо, потому что за 6 лет мы видим потрясающий прогресс, потрясающее развитие этого города и региона, и надеюсь, будет так и дальше. Ты обмолвилась о гражданстве, и я знаю, что у вас была такая цель — получить гражданство. Почему была? Она есть. У меня цель такая же, как бы я Галю поддерживаю в этом. Галя ведет. Есть законная процедура получения гражданства. Галя сдала все экзамены. Гале дали ВНЖ на 8 лет. Как бы процесс идет. Да, абсолютно нормальная ситуация. У нас, кстати, часто спрашивают про гражданство с формулировкой, а как там вот за недвижимость гражданство получить? Я не знаю кейсов или прецедентов о том, когда... То есть это не так работает, не совсем про это. Вид на жительство можно получить за инвестиции, там даже постоянный ПМЖ, да, так называемый. Но если речь идет о гражданстве, то все-таки это сдача экзаменов, это гораздо более сложная процедура, там нужно обосновать вообще, да, как бы свое, в общем-то, скажем так, являешься ли ты достойным человеком и гражданином, чтобы включиться в это общество на абсолютно равных правах, да? Хотя и на сегодняшний день наши права, очень приравнены к... То есть с точки зрения закона мы не можем только голосовать. Только да, единственное, что... И избираться, соответственно, сами, да, не можем. Я никогда не было интересно участвовать в политической борьбе в Грузии. Вот, поэтому в целом я не чувствую себя как-то ущербно. Собственно говоря, да, первая попытка действительно была, но она была такая, вероятно, довольно самонадеянная и несколько легкомысленная, я думаю, с точки зрения изучения вопроса. То есть я действительно очень хотела, желание мое было тогда так же горячо, как сейчас, и ничего в этом смысле не поменялось, но тогда я не вникла глубоко в ситуацию, в необходимые документы даже там, да, элементарно. Там, например, есть такая, история, что нужно собрать не менее 3 рекомендательных писем от граждан Грузии. А я почему-то собрала всего 3 и решила, что этого будет достаточно, хотя можно было уже 303 к тому моменту тоже собрать. И тем не менее, я все сдала, все экзамены на 100 баллов, получила отказ на общих основаниях, на которых, в принципе, всем, там есть такая графа в Конституции, в норме законов, по которой отказывают на общих основаниях. Вот. Но
Буквально через полгода, Да, буквально когда пошли продлять ВНЖ, Галю продлили сразу на 8 лет. сразу на 8 лет, да. мне Такое продлили. То вообще, есть это, я такого больше не слышал и не встречал. да, удивлены были все, даже наши, ну, вот... Да все. Ну и сейчас, в общем-то, я тоже собираюсь, вот буквально в этом году очень поменялись, довольно серьезным образом поменялась в содержательной части экзамены по праву, по грузинскому языку. Они усложнились, но, тем не менее, я вот недавно совсем как бы включилась опять в этот процесс, все почитала, посмотрела. Для меня уже не сложно все это, потому что я уже читаю, понимаю на грузинском языке, мне уже не надо там догадываться, я просто понимаю, о чем идет речь. Поэтому я буду, конечно же, сдавать снова и надеюсь, что мне повезет в этот раз. И просто для меня это такой, мне кажется, так сложно. Я знаю просто этнических грузинов, которые не с первого раза сдавали этот экзамен. Ну да, или не сдавали вовсе, да, такое действительно есть, это правда. И многие говорят, что мы в Конституции знаем меньше, чем, например, ты, да, или там в истории. Но дело-то не в этом, просто надо выучить, да. Это на самом деле просто нужно сесть и вникнуть, выучить. Что ж, давайте тогда на время перенесемся из Грузии в Новосибирск, вот, и поговорим о том, как вообще все начиналось. Откуда вы, ваши корни, где вы родились? Ты помнишь, И как где все пригодились? начиналось? Ну, пригодились, мы знаем, где теперь. Антон, Да. расскажи про себя. Я родился в Новосибирске, да, я родился в общежитии педагогического университета, в семье преподавателей физики и математики. Жил в Новосибирске, пошел в школу, закончил ее пораньше, в 16. Потом поступил в университет. Ты же сразу поступил уже, так скажем, по профильному пошел. У тебя же, ты писал по ипотеке, да? Ипотеки, да. Но нет, я поступал, когда еще никакой ипотеки не было, это был 99-й год. Я пошел на факультет менеджмента организации, то есть я всегда себя видел каким-то руководителем. Да, и как бы в процессе обучения я начал работать в агентстве ипотечного жилищного кредитования. И там мне так понравилось, думаю, блин, там темы кидали там, знаешь, как в институтах темы дают там, чего-нибудь, менеджмент там, чего-нибудь там туда-сюда. Я думаю, блин, я не хочу ничего это писать. Я подошел на кафедру, говорю, можно я напишу, вот я работаю в таком-то вот такой компании. Можно напишу по этой теме? Я говорю, да, напиши, диплом, да. Я говорю, да, напиши. И все. Потом я когда диплом защищал, никогда в жизни это не забуду. Я диплом когда защищал, меня декан говорит, слушай, а ты поможешь, если что, ипотеку взять? Я говорю, конечно. Это признание. Да, то есть я рассказывал, как, знаешь, как вот я сейчас с клиентами разговариваю по телефону, продаю, условно. Я просто продал ипотеку людям. То есть я не защищал диплом как диплом. Я просто им объяснил, ну, как бы, что я понимал, что ипотека, что жилье все вырастет скоро там в сайт раз, потому что оно станет доступным. Сейчас, чтобы купить квартиру, там, она стоит 1 000 000 рублей, я условно. Тебе нужно иметь 1 000 000 рублей. А раньше, завтра эта квартира будет стоить 2 миллиона рублей, потому что ее могут купить все, у кого будет 500 тысяч. Ну и все, потом пошло-поехало, я всю жизнь в этом, около недвижимости. Конечно, все идет из семьи, все мы, там, я такой классический, у меня очень классическая схема воспитания, я очень такая тепличная девица, значит, музыкальная школа, общеобразовательная школа со всякими там иностранными языками, вот откуда, кстати, английский и все прочее. Вот, но поступать в университет я как-то захотела, наверное, это был такой очень правильный выбор вуза, как мне кажется. Почему-то мне захотелось именно в университет в путей сообщения. И я поступила сначала на факультет мировой экономики и права, где я думала, что я сейчас выучусь там чуть ли не на дипломата, буду вот сейчас языки там у меня будет и все такое. И через год мне там стало совершенно неинтересно, грустно, скучно. Ну и в целом я уже так себя неплохо зарекомендовала там, поэтому у меня появилась возможность уйти на бюджет на управление процессами перевозок. И я до сих пор благодарна всем причастным лицам за то, что я вообще оказалась на этом факультете. И это было роскошное совершенно время. Родители были в шоке. Да, надо сказать, я сама даже была в шоке первый там семестр, наверное, потому что совершенно гуманитарным мозгом уйти на абсолютно инженерный факультет, где все соответствующие предметы меня настигли посреди семестра, буквально там всякие термехи, сопроматы, начертательные геометрии и прочее, все, от чего я была совершенно далека, но тем не менее как-то я умудрилась со всем этим справиться, я в итоге закончила вуз с отличием,
И очень этим горжусь. На самом деле считаю это своим большим личным таким достижением. А вот этот переход, это вот какая-то часть твоего характера, то есть попробовать что-то сложное, найти какую-то сложность и решить ее? Да, для меня это был такой личный вызов определенный, что я совершенно вот этим гуманитарным умом сейчас все свои шестеренки нужно раскачать, разгрузить и попробовать совершенно что-то другое. И, кстати, наверное, дух предпринимательства какой-то в этом уже был, да, то есть чтобы не идти по какому-то понятному пути, а попробовать что-то новое, другое, что-то неизвестное и довольно трудное, в этом, я думаю, определенно тоже заложен. Но ведь дух предпринимательства был и раньше. Первые деньги ты заработала, если я не путаю, в 13 лет. Ну, это такой был дух, да, дух, чтобы, значит, как сказать, да, чтобы получить какие-то свои первые деньги, вообще как-то попробовать себя в этом, что такое работа вообще, в принципе, да. Вот, да, действительно был такой опыт. Я работала у моей бабушки дорогой в детском саду. Она проработала всю жизнь заведующей детским садом, и я, в общем, в летние каникулы решила, а чего бы мне не попробовать, не бездельничать ходить, а вот уже себя как-то к делу применить. Ну и, надо сказать, все получилось. Я надеюсь, моей бабуле не было за меня стыдно. Вообще попытки там уже зарабатывать какие-то деньги, они у меня были там в школе уже, то есть я уже там с 15 лет я работала какой-то вожатой, в 16 я там уже в каких-то кафе подрабатывала, вот перед поступлением в университет летом я работала, я помню, потом в университет я поступила, я тоже начала там работать, я работала в сети ресторанов, одной из крупнейших в Новосибирске. Короче, да, у меня такая трудовая карьера очень насыщенная, и опыта очень много, хотя в найме суммарно я проработала очень мало, потому что после университета, после окончания, я там буквально, ну, наверное, в месяцах можно посчитать суммарно, сколько я поработала, в 2 компаниях буквально. И Одна из них, по-моему, с недвижимостью как-то была связана. одна из них, да, была связана с недвижимостью. Дмитрий Анатольевич Рольбанд, привет, если вы меня смотрите. Я действительно попала к нему в компанию. Он тогда занимался, ну, как бы девелопментом, как раз упаковкой вот этой всей истории. Кто-то ёкнул, а ты так... Ну, надо сказать, мне очень нравилось окружение, вот это окружение очень умных людей, которые делают какое-то очень серьезное дело. И почему-то каким-то удивительным образом я там чувствовала некий дух такого прогресса, интеллигентности, вот какой-то что-то, что мне очень импонировало вообще в этой компании, среди этих людей, какие-то мероприятия, которые мы делали, люди, которые там оказывались на этих мероприятиях, на этих ивентах, мне там было очень здорово себя ощущать. Вот. Потом я поработала очень короткое время на предприятии производственном, это мясокомбинат. Там работала моя мама, и, в общем, была вакантная должность в отделе продаж, и она меня позвала, говорит, давай попробуешь себя. Вот так я оказалась в продажах, кстати говоря, да, в прямых таких вот продажах. Вот. Но там было довольно сложно, довольно жестко с точки зрения коллектива. Для меня очень важно, чтобы вот среди людей, которые меня окружают, я чувствовала себя комфортно. Тогда у меня все будет получаться, тогда у меня на все будет вдохновение, силы. Вот, там было довольно так. Это испытание было воли моей, характера, закалка, определенная школа жизни, кроме всех прочих, что были до этого. Это вот тоже была такая вишенка на торте, после которой я решила, что все, найм не мое. Да, ты говорила про то, что ты такой свободолюбивый, неформатный человек. Да. Что ты вкладываешь вот в это понимание? То есть это какой-то дух бунтарства или это просто нонконформизм? И бунтарство, и, наверное, творчество такого, которое нельзя взять в тиски какие-то. Можно обрамить, можно направить, но нельзя душить, потому что тогда Или я просто... было лень вставать утром по будильнику? Ну, нельзя сказать, что именно это. Нет, скорее вот, надо сказать, почему я не ушла и в железную дорогу, да, почему у меня не сложилась карьера там по профессии, по моей непосредственной. Ровно поэтому же, потому что слишком жесткие рамки, в которых я просто задыхалась. То есть вот эти регламенты, вот это действие по какому-то, условно, там, как там правильно надо показать, вот так, да? Вот, это не моя ситуация. Ну и предпринимательство и там какой-то свой маленький бизнес, который я начала, это совсем не про своеволие, да, вот это типа буду делать, что хочу, и вставать, когда хочу, и ложиться, когда хочу. Нет, бизнес это встал первый и лег последний, там, пришел на работу первый, ушел с нее последний. Но то, что ты можешь там принимать решения, думать своей головой, для тебя открыты любые рычаги, любые механизмы, любые какие-то идеи в том числе, да, вот это, наверное, самое главное, вот это самое важное. В какой момент твой папа начал заниматься недвижимостью?
Из учителей. Мой папа начал заниматься недвижимостью из учителей, наверное, год 91-й, когда есть стало нечего. Мы жили в общежитии вчетвером. Мама, папа, я и брат мой младший. И, по-моему, тогда он перестал появляться дома. Как бы. И на мой вопрос маме, типа, а где папа? Папа деньги зарабатывает. Вот такая история. Вот. Да, он пошел работать в строительную компанию. Раньше такие были, знаешь, молодежные жилищные кооперативы. Жить было негде. Вот. И как-то люди объединялись, вот, им сдавали землю, и они строили там какие-то дома, МЖК вот эти были. Вот мы в одном из домов. Лихие 90-е. Да, лихие 90-е, да. Вот. Ну, кстати, не знаю, все называют лихими 90-ми. Я считаю, что это вообще лучшее время в истории современной России. Точно, абсолютно. И для меня, и по ощущению самому. Вот он, да, он пошел работать, строить дома. Ну вот, как так он оказался в недвижимости. Потом я после окончания школы работал у него какое-то время. Потом он как раз открыл агентство ипотечного кредитования, я у него тоже поработал. Потом возник конфликт интересов. И все, я ушел работать в большую компанию «Ратм», владельца которой, Эдуарда Анатольевича Тарана, сегодня арестовали. Внезапно, да, это я правда реально на сегодняшняя новость. планерке реально читаю, сегодня в Москве задержан Эдуард Анатольевич Таран, мой босс. Человек, на которого я работал. Ну вот выбор твоего отца, он повлиял на твой выбор? Или это все-таки так совпало? Ну слушай, если отец твой кушает, и ты кушаешь, это ты ешь, потому что твой отец тоже ест, или потому что просто это природой заложено? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не уверен, что тот или иной ответ будет верным. Я просто так получилось. Давай так, я когда ушел из агентства ипотечного кредитования, я же искал работу только в недвижимости. То есть я никуда другое, я даже не хотел и не смотрел никогда. То есть все мои резюме, все мои походы по рекрутинговым компаниям, там, раньше были всякие мировые, там, Kelly Services, там, и там разные другие. По всем ходил и говорил, я хочу работать только в недвижимости. Мне не нравится ни торговля, ни производство, ничего. Мне нравится вот недвижимость, все, что с ней связано. Это просто достаточно большая редкость, когда человек вот, заканчивает школу, даже не после института, а до института уже определяет вектор своего развития профессионального на всю жизнь. Предпринимателями как бы рождаются, наверное. Я думаю, что это такая не становится. Мне кажется, только внутренняя потребность что-то придумать. Я же еще, помимо всего, и авантюрист очень большой. Помимо Не всего путайте прочего. с аферистом. Да. Почему недвижимость? Ну, потому что, блин, можно, конечно, торговать там водой газированной, но нужно ее, чтобы заработать там $1000, нужно несколько фур продать этой воды. А чтобы заработать $1000 в недвижимости, тебе можно, в принципе, из офиса не выходить. Как-то вот это, знаешь, это лень, как бы внутренняя, я очень ленивый человек. Все, кто покупает недвижимость, у всех есть деньги. Они как-то их заработали, интересно, как они их заработали. Ну, то есть это люди, за которыми какая-то история. Да, то есть мне всегда больше, наверное, знаешь, не про недвижимость, больше про людей. Люди, которые покупают, продают, арендуют там, недвижимость, строят дома, это всегда очень-очень интересно. Интересные люди. А я очень человек общительный, мне нравится это. И один из самых больших удовольствий от работы я получаю, когда мой клиент доволен и благодарит меня за выполненную работу. Я еще деньги зарабатываю. Представь себе, я занимаюсь делом, которое мне очень нравится, очень. Я в этом понимаю, разбираюсь, 40 годам уже есть опыт, и я получаю за это деньги. Это и есть счастье. Да, но есть обратная сторона медали, когда я делаю свое любимое дело, я отдаюсь полностью тому, что я делаю, и потом клиент не покупает. А я понимаю, что у меня одна жизнь, и я провел с ним 3-4 дня, и это просто так. И я, бывает, долго отхожу, да? Или уже недолго? Или я придумываю Уже сейчас? полегче, Или уже это- полегче, да. Не, когда в Грузии там у меня было 100 из 100 попаданий, и был один клиент, приехал, я поехал его встречать в Кутаиси. Я привез его сюда, я его разместил в номере. Я ему провел 3-4 дня моей жизни, просто отдал людям, все показал, как я умею. Те, кто со мной работали, мои клиенты, которые меня знают, они понимают, о чем я говорю. И потом они просто улетели. И я неделю отходил, я хотел все бросить. Я понял, что это не мое, я вообще не хочу этим заниматься, что я не готов. Вот. А самое, что обидное было, он предложил мне заплатить за мою работу. Я говорю, да, моя работа стоит $1000. Он хотел мне $100 дать. Ну, блин, я не взял. Это как личное оскорбление.
Меня волнует, что я свои 4 дня жизни, у меня всего одна, и она уже, я так на перевале пути нахожусь. И да, мне жалко себя. Как жалко? Плохое слово жалко. Что я сделал не так? То есть я всегда, знаешь, я Гале задал вопрос, первый, вот они улетели, я: Галя, что я сделал не так? Первый вопрос не к ним, а к себе. Как бы исправить в себе, что я сделал не так, чтобы такого больше не повторялось? А всегда можно в себе что-то исправить и исправить, 100%. решить любую проблему? 100%. 100%. Сколько интервью не посмотрел, ни в одном интервью так и не выяснил, как же вы все-таки познакомились. Это было до того, как в твою жизнь пришла недвижимость. Она пришла второй раз как бы вместе с Антоном. Или ты сама все-таки как-то туда посмотрела? Недвижимость стала делом, моим каким-то занятием, моим бизнесом и моей сферой интересов, конечно, благодаря Антону, да. Вот, то есть, если бы не Антон, я не знаю, мы не знаем, как было бы, потому что у нас уже с нами эта реальность не случилась. Но произошло, как произошло, мы познакомились с Антоном, я узнала, что он занимается девелопментом, и меня это тоже заинтересовало, и в тот момент как раз у меня был швейный маленький мой бизнес, такой скромный, который некоторым образом пошел на спад в силу объективных каких-то причин, там, и субъективных в том числе, да, вот, и мы посовещались и приняли такое семейное решение, что, может быть, мне пойти с ним в компанию, попробовать там, помочь ему, помогать ему во всех вопросах, чем я могу быть полезна, везде применить себя. Вот, ну я и пошла. Это был 16-й год? 15-й? Это была зима 16-го года. 16-й, да, 16-й год. 16-го. Как вот так, ты идешь в семейный бизнес, это такое недвижимость, так все, как ты говоришь, серьезно, интеллигентно, но при этом ты поэт, ты творческая личность. У тебя Поэтесса. Давайте новые этики, да, Ну, соблюдать? конечно. Поэтесса. Не знаю. Я знаю. Ну ладно. Я просто спрашивал у Гали, руководительница она или основательница или основатель. Она сказала, что основательница, поэтому в логике я сказал поэт. По поводу, Я знаю. кто Ахматова кто попросила основатель и поэта. кто сооснователь, мы до сих пор спорим. Хорошо, это отдельная интересная тема. Да. Вот, поэтесса, хорошо. Как это все вяжется между Да, собой? или это все-таки в первую очередь именно бизнес, и это прям всегда привлекало? В общем-то, тут, я думаю, разные факторы сыграли свою роль. Во-первых, у меня уже был опыт, как перейти из совершенно гуманитарной своей головы, да, в совершенно инженерную профессию пойти. Как мне из производства там, одежды, да, из швейного ателье, из там, моды и вот этих всех историй, женских очень, да, таких, как мне взять и пойти оказаться в недвижимости, в совершенно другом бизнесе, в котором, в общем-то, я ничего не понимала к тому моменту уж точно. Ну, что-то понимала, да, потому что мы уже год были вместе к этому времени, и там как-то все равно Мы уже какие-то дом строили там. обсуждения, уже дом строили, я уже, да, так или иначе была вовлечена в какие-то Тогда дела еще в можно поселке. было подойти к Гале и пожаловаться, так сказать, Тогда еще можно было, да, подойти, пожалуйста. на бизнес-вопрос. Кстати, мы так и делали, действительно, очень многие вещи просто обсуждали дома, и оттуда рождались вот эти все идеи, и, в общем, оттуда вот так органично-то и пришла мысль о том, что почему бы мне уже не войти официально как-то вот в эту работу, в это дело. Вот. Ну, для меня, да, потому что я люблю что-то новое пробовать. У меня вообще нет такого как бы внутреннего какого-то стопора, что я что-то там не могу или что-то я не... Ну, то есть я всегда попробую, даже если у меня не получится, но я прежде всегда попробую. Конечно, я не всемогущая, это понятно. Но попробовать, вот у меня никогда не было стопоров каких-то к этому. Вот поэтому я пришла, ну и к тому же там был Антон, и было интересно, и действительно мы уже в этом поселке ко времени, когда я официально вступила в свою там должность, да. Это был клевер, да? Да, это был клевер. Мы уже дом там строили, то есть уже как бы... Уже, конечно, мне было важно, уже я относилась к этому как к своему, и уже я вникла в какие-то процессы. А у тебя к тому времени уже было несколько проектов реализованных, и первый ты сделал в 25 лет. Начал делать 25 лет, да. У меня был партнер, сейчас есть тоже, вот, Олег Петрович. Вот, мы вместе с ним как бы двигались по жизни в то время, когда ушли из большой компании из Ратма, познакомились с очень приятными людьми, которые скупили несколько колхозов вокруг Новосибирска и привлекли нас, так как они жили в Москве, они привлекли нас на местах сделать анализ наилучшего использования земельного участка,
концепцию нарисовать, там, ну, что какая земля по что подойдет. Это поле, там, здесь склады, здесь там поселок. Много было всего, несколько тысяч гектаров попали. Так получилось, это так получилось. Таких основных было 3, да, поселка? Да, ну 4, 3, ну да. Ну, к Марусину я имел непосредственное отношение, к усадьбе Марина непосредственное отношение, к Соловьям посредственное, вот, и к Клеверу непосредственное. Там еще был поселок имени тебя. Антоновка. Ну, такой, Вот да, такой, да. Это наш был будущий проект, который... Мертворожденная история, да, пока он никуда не развился, но территория есть, мы поменяли, что мы сделали там. То есть мы поменяли вид разрешенного использования, это была сельхозназемля, мы сделали это ИЖС, мы сделали генеральный план, мы подвели туда свет, размежевали все на мелкие участки, даже начали дороги строить, но потом пришлось. Потом оказались в Грузии, в общем-то. Ну, если грубо, то да. Вы там строили дом, вы знаете, его построили, вы там жили. Антон во всех интервью и выступлениях рассказывал, что люди не рождены для того, чтобы жить в бетонных коробках на 1000 человек, и что надо жить там как одноэтажная Америка, и вообще все уже давно поняли. А теперь вы живете в квартире. Как вам вообще? Мы вот только вчера это обсуждали, или позавчера, про дома. Я говорю, что я вот в Грузии, в доме, у меня совершенно диаметральная позиция. То есть я считаю, здесь жить за городом смысл какой? Здесь все за городом. Я могу пешком отсюда дойти до аэропорта за полчаса. Я могу отсюда, и мы часто это делаем, ходим в горы, дойти просто, даже на такси не садиться, просто сесть, пойти пешком, и пойти. И ты будешь через 10 минут будешь в горах. Не понимаю, зачем. Там понятно почему. Там 2-миллионный город, большой мегаполис, бетонные джунгли, бетонные пробки. Пробки сегодня тоже такие же здесь. Но я на скутере езжу, у меня нет пробок. Как бы я по поводу больших бетонных коробок я до сих пор согласен. То есть мы же не живем сейчас там в Орбе. Мы живем в небольшом доме. Не знаю, я просто считаю, что все зависит от климата, от территории, где ты живешь. Если бы это был Тбилиси, сейчас, например, если бы мы решили жить в Тбилиси, я бы, тоже, наверное, мы бы жили на этой горе, как она называется там. Ну, то есть тоже бы жили, скорее всего, за городом. Потому что это огромный город с огромными пробками, плохой экологией, ну и так далее, и так далее. То есть там загородная жизнь была, мы бежали от большого города, от его вот этого вот, не знаю, давления, недавления, просто какой-то сюда, в свой дом, где нет ни соседей, пьющих, орущих, там, да, мешающих спать и так далее. Своя, чтобы была земля, чтобы был там газон, свой там барбекю. Тут барбекю в каждом во дворе. Мы приехали, когда жили на Гаргеладзе, реально у нас во дворе стояло, вот прям, во всех дворах стоят. Беседка, мангал. На балконе стоит. Ну, балкон, ладно, то есть здесь и так загородная жизнь. Поэтому, если ты хотел меня подловить, типа, чтобы я поменялось, не поменялось, да ничего не поменялось. Идеально было бы, вот я сейчас там приобрел одну из квартир в доме на 6 этажей. Сегодня мимо проезжал, там шахта лифта, то есть 40 квартир, 6 этажей, 1 лифт. Вот это, мне кажется, и есть вот идеал. И ты в городе, причем вот отсюда, за углом буквально, и в городе, и мало этажей, и 40 человек. Я буду точно всех знать через год. Ну, каждую семью. Будем здороваться, там, в гости ходить. Вот это, мне кажется, вот в Батуми идеальный, как бы, да, формат. По поводу дома. Мы снимаем немало роликов, и в каждом 5-м, наверное, проскакивают какие-то воспоминания, Галя, о твоем доме. То там ты рассказываешь, что у тебя мойка была напротив окна, то еще какие-то нюансы. Ну, то есть... Хороший дом построили. Вы прожили в нем всего 3 года? Да. И разные бывали ситуации после, люди там условно не по своей воле бежали, а вы ехали по любви, и вы же ниоткуда не бежали, вы ехали куда-то, просто ехали в Грузию. У меня это началось с 2012-го. Я с 2012 года ищу, куда уехать. Для меня была триггерная точка, когда Дима с Вовой поменялись местами. Вот я так себя отфиксировал, мне сейчас бахнуло 30 лет, такой кризис 30-летний, когда уже все есть, а жить как-то не очень хочется. Вот. Вокруг. То, что меня все смущает. Я начал тогда один путешествовать. Там, туда, в Европу, Азия, там, глубокая Азия, там, очень глубокая Азия, горы, Европа. Но все не то. Все было не то. Галя начал показывать, куда, что, как. Вот этим путем перебора стран
Мы нашли. Азия, глубокая Азия, в целом тебе вообще что ближе? С Индией меня вообще много связывает. Я туда ездил раньше каждый год, на каждый Новый год. Но тут дело даже не в Индии, дело вообще в путешествиях. Мы вот общались с клиентами нашими позавчера за ужином, да, то есть сошлись, очень много общего между нами, и сошлись, вот у меня точно, абсолютно, я вообще не, ну, как бы, люди ищут смысл жизни, да, вот для меня смысл жизни, путешествие, это базовая история смысловая моей жизни. Я хочу, Земля круглая, она небольшая, и я хочу посмотреть как можно больше. Не как Варламов, да, вот, или там Лебедев, как его второй, Ну да. Лебедев, Видишь? вот, который вот нас поехали во все страны, там, не в этом история, а вот куда-то ехать. Вот я там планирую туда-то поехать, у меня там несколько путешествий распланировано, у Гали тоже. И вот в этом я вижу смысл жизни. Планировали как бы насыщенно, не обязательно в одном месте там долго быть, но если ехать, то как-то его спланировать, интересно посмотреть, обменяться мнениями, кто что хочет увидеть, где кто не был, какие поинты там есть. И в результате мы остановились на Грузии. Но это было там больше с Галиной подачи. То есть ты бы так и ездил еще, и выбирал бы, и выбирал. Но если бы я был один, я бы, наверное, ездил бы и выбирал, да. Вот. А так как здесь я увидел возможность для реализации себя в бизнесе, увидел сразу же, это вообще сразу же было. А Галя увидела возможность для реализации жизни. Она с женской стороны посмотрела, я с мужской. Как бы это был матч. Переезд это не так просто, тем более, что, Галя, ты вообще одна поехала вперед. Да, это была моя идея, наверное. Галя не могла ждать. А во-вторых, как бы у меня был бизнес, какой-никакой, но какой-то бизнес, который генерил какие-то деньги. И я не уверен, что там у нас бы здесь получилось, там, другая страна. Мы здесь были неделю, первый раз, Не, 10, да, наверное. дней 10. И мы вернулись, говорит, Галя говорит, я хочу поехать. Я говорю, конечно, пожалуйста, давай как бы едь. Получится, супер, понравится, как бы поживи здесь там март, апрель, май. Если понравится 3 месяца, я прилечу с удовольствием. Он говорит, ну давай. И все. И она приехала и звонит, говорит, все, я уже работаю, я уже отелем управляю. Вот, Я уже продаю виллы. Да. Просто дело в том, что наш сын ходил в школу, и надо школу закончить просто. Я не мог как бы забрать его на полдороги. И мы подождали 1 июня ровно, мы 1 июня прилетели. Вот ровно школа закончилась, мы сели в самолет и прилетели. Как оно все это было? Вот вы прилетели, тут нет ни знакомых, никого, ну, в первую очередь, вот ты. Знакомые уже были. Ну Уже да. с выставки, давай так, знакомые были уже сразу. Вот мы приехали на выставку недвижимости, уже со всеми познакомились здесь. Нас тут же повезли, извини, что, может, перебил, как бы, ну, нас тут же повезли на стройплощадку, мы поехали в Шухман, да, с Нуцей познакомились, там мы сейчас дружите. Ну, то есть сразу были знакомые, вот в первый же приезд. Все, молчу. Надо сказать, у нас сложились партнерские отношения еще там в Новосибирске как раз с Александром Назаровым, с легкой подачей которого-то, в общем, мы оказались на этой выставке самой. Вот, поэтому, когда мы сюда уже формировались, да, там, с вещами, с пониманием, что я переезжаю вперед, да, мы как-то с ним так запартнерились и решили, что ну, вот я стану, условно говоря, представителем компании, его компании здесь, попробуем с этого начать. Да, действительно, сохранились какие-то контакты с выставки, там уже какие-то были наработки минимальные, но тем не менее, все равно, конечно, за 10 дней, что мы там галопом по Европам проскакали 3 региона, да, посмотрели какие-то объекты, что-то нам понравилось, какие-то визитки там набрали с собой, ну, в общем-то, и все. Чаще всего после таких выставок потом приезжаешь, эти визитки куда-то там вообще теряются где-то, и, в общем-то, и контактов не остается. А здесь вот это, наверное, одно из было парадоксальных вообще моментов, что когда я приехала и начала общаться, что вот, а вы знаете, мы вот там на выставках с вами там виделись, вот буквально там несколько месяцев, ой, да, конечно, ой, добро пожаловать, ой, мы вас ждем, ой, давайте, приходите, вот встреча в офисе, а вот встреча здесь, а вот мы вам все покажем. И вот на самом деле я думаю, что это не только там, то есть это очень взаимная история была сразу же. То есть грузины со своим гостеприимством, со своим вот этим умением выстраивать отношения, как я люблю говорить, выстраивать партнерские отношения в том числе, они, конечно, все свои объятия гостеприимно распахнули, и повезло, и какие-то начались там знакомства, и вот у меня случился там сначала первая сделка, как раз-таки в упомянутом Шато Шухман, благодаря
Нуци, в том числе Абрамишвили, вот, и нашим первым покупателям здесь, которые стали нашими друзьями. Вот. А потом уже случилось управление вот этим отелем крупным в Гоню. Оттуда моя любовь, кстати говоря, к этому месту. И вот тоже, да, тоже это с выставки, в общем-то, были наработки. Поэтому грузинам здесь тоже, да, спасибо за этот матч. Ты говоришь, что вот с 2012 года смотрел, куда уезжать. Ты сейчас еще сказал, что ты вот никогда не хотел идти в грузинскую политику. Хотел спросить, вот это отсутствие необходимости в эту политику идти или как-то чувствовать свою ответственность за нее, она помогает или мешает? Ну, потому что, ну, я не знаю насчет тебя, Галя, но у Антона-то куча фотографий с митингов, и, то есть... Так я там, этим я активно там занимался. наоборот, там, на стране, в которой я родился, этим занимался и занимался бы и дальше, если бы не стало опасно для жизни. А здесь нет, потому что я в этом разочаровался там. И заниматься здесь — это не моя страна. Я здесь долгий гость. Я это отчетливо себе понимаю, ну, даю себе отчет в этом. Я не грузин, я не гражданин Грузии, я здесь не родился, но я живу здесь уже 6 лет. Я здесь долгий гость. Раз ты живешь здесь 6 лет, если у тебя такое отношение к Грузии, то, может быть, у тебя есть порыв там сказать: да вы все, ребята, неправы, я все знаю, проходил уже. Я уже так говорил там. Я не готов тратить туда свою энергию. Мне важнее сейчас, что какой я политикой я занимаюсь. Мне важнее сейчас создать рабочие места таким, как ты и там наши ребята. Создать рабочие места, чтобы вам было здесь легче адаптироваться, чтобы вы могли здесь заработать. Мы приехали чуть раньше, чем вы. Мы создали здесь компанию, какой-то бизнес маленький. Вот. Для меня это важнее. Это теперь для меня является политикой. Я готов заниматься политикой только в Российской Федерации. И для людей, которые со мной такие же ментально. Это логично, как мы можем влиять на политику другой страны. И не должны, наверное, ну не наверное. Абсолютно не должны. И поэтому, и еще раз говорю, я не мечтаю о гражданстве. Вот, я мечтаю о втором паспорте, но не о гражданстве. Если будет второй паспорт в Грузии, это будет замечательно. Что ж, ну вот мы плавно переехали. Вот. Дальше был кошмар в пандемию, потому что все позакрывали, и Грузия это была одна из самых строгих стран. Я так понимаю, что вы в этот момент оказались в разных местах. Конечно, семья там, родители там, активы там, дом надо было продать, машину надо было продать Галину, участки были на Гале, на мне какие-то там. Ну, в общем, я мотался туда-обратно раз во сколько? Полгода? В год? Да, ну что, конечно, это была довольно вообще какая-то жесткая ситуация. То есть буквально пропал человек, вообще уехал, говорит, я сейчас съезжу. Там на самом деле там дело даже не только в каких-то там активах или незаконченных делах, просто был семейный вопрос, семейное обстоятельство, требующее присутствия. И вот Антон садится... Какие? У Арсюхи была операция. Садится Антон в самолет и говорит мне в дверях, еще выходит из дома и говорит: ну вот сейчас я тут буквально недельку, одна нога тут, другая там. Одна нога там, другая тут. Это март. Это было начало марта, буквально там типа 6 марта, вот такая 2020 года. Да, вот. А наступает, значит, буквально там 13 условно, или там 14 я не помню, 14 марта. И закрываются границы. То есть он буквально я улетел на 1-2 дня не успел вернуться. Да. Вот. И застревает Антон там на 4 месяца. У нас уже здесь проект, Апрель, у нас май, уже июль. здесь работа, уже... Мы только начали буквально в феврале этого года работать с крупным якорным клиентом, с компанией Lighthouse. Мы только там вот начали как-то все это, значит, наша активность случилась. Вот. И вот Антон уезжает на 4 месяца. Да, ну постепенно, да, к этому моменту уже подключился и второй проект. Вот. И вот Антон уехал на 4 месяца, застрял там. Ну, конечно, это эпическая на самом деле история, то, как мы, во-первых, оказались в дистанционной в этой ситуации. Хотя, опять-таки, вот, надо сказать, для нас, наверное, уже это был... Нам было легче пережить, потому что у нас уже был опыт вот этого расставания на 3 месяца, когда
я уехала сюда одна, да, то есть мы уже понимали, как это с точки зрения взаимоотношений, взаимодействия, там, как мы можем по работе какие-то процессы организовать и так далее, да, вот. Ну и не менее эпична эта история с точки зрения возвращения, потому что Антон реально был вторым человеком, который пересек сухопутную границу, когда это вообще вот только-только разрешили. То есть буквально щелочку приоткрыли, и вот Антон в нее проскочил сразу же, чтобы, то есть уже, в общем, сидел там практически на границе, Там ждал, же- когда это можно будет Там же не всем еще сначала, да? То есть там какие-то да, должны там были быть миллион каких-то основания. было, да. То есть мы готовили здесь бумаги, собирали обоснования о том, что вот да, вот Антон, вот у него бизнес, вот ему надо, вот как бы здесь вся ситуация, вот здесь я, вот, пожалуйста, я жду, и давайте. Ну вот, проскочил. Сидел в карантине потом еще, сколько там, 2 недели, да. Ну, вы сразу, как мы выяснили, начали заниматься, продолжили, так скажем, заниматься недвижимостью и в Грузии тоже. Вот. Но при этом давайте теперь перейдем как раз к спору главному, потому что я так понимаю, что компания эта была основана в марте 2022 года. Вот. Какая? Georgian Private. Private Investment, да, есть нюансы. Ну давайте разберемся. Я так не считаю. Да, это интересный Я считаю, момент, что- потому что и в бумагах, там, в смысле, в этих, в роликах, в раздаточных каких-то брошюрах там написано 5 лет, теперь уже 6 лет. Ну смотри, как я считаю. Мы же считаем... Как мы считаем? Я считаю так. Как только мы высадились здесь и заработали первые деньги, компания GPI образовалась. Галя высадилась сюда 28 февраля 2019 года. Вот. Отсюда я считаю образование компании Georgia Private Investment в том виде, как это есть. У нас были разные юрлица, и они есть, по-моему, до сих пор. И у меня есть разные юрлица. Но комплексно я так к этому подхожу. Сейчас у Гали давай спросим, как она к этому относится. Я отношусь к компании Georgia Private Investment. Вообще возникла идея создания этой компании в октябре 2018 года, когда я здесь был и все это увидел и понял. Вот. А реально начала действовать, когда Галя заработала первые деньги здесь. Это мое мнение. В целом, и вот в такой формулировке у меня нет никаких противоречий, потому что действительно, если говорить про, ну скажем так, что мы говорим под компанией? Если основание юридического лица, вот фактическую запись там, да, в публичном реестре, то да, конечно, мы можем говорить про март там, 22-го или там, про наши первые какие-то до этого юридические лица, которые имели другие наименования. Если мы говорим про бизнес как философию, как подход к делу, как к ценностному набору какому-то, да, как к перспективам, как к пониманию и видению, как это должно быть, тогда я бы сказала, что компания GPI родилась там примерно 20 ноября 2015 года, когда мы познакомились, да, и вот 2 человека сошлись с идеями, как бы у нас такой матч был с первого, фактически, там, с первой минуты нашего знакомства. Вот. И поэтому, да, если так считать, то, конечно, со дня сотворения мира, можно сказать. Вот. Но если мы говорим про компанию, там, вот, не знаю, про брендинг, условно говоря, да, про какое-то там цветовое решение, вот, там, какие-то формулировки и прочее, ну да, можно говорить, что в марте. А так, в целом, почему мы, когда часто вот нас спрашивают, там, мы теряемся в ответе на вопрос, а сколько вообще компаний лет, например, да? Ну, потому что у нас на двоих, уже вдвоем, там, наверное, лет на 35 наберется опыта в недвижимости. У Антона, естественно, там больше, чем у меня, потому что, конечно же, я подключилась к этому делу гораздо позже. Ну, и у меня уже 9 лет, да, я уже в этом деле. Вот, а Антон вообще уже там, 25, да, вот. Поэтому, как считать? Чтобы чуть больше раскрыть. Мы когда сюда приехали, что я увидел? Я увидел, что нет... Сейчас о высоком пытаюсь поговорить как-то, чтобы не пафосно звучало. Я увидел возможности и увидел белые пятна, в которых мы соображаем очень хорошо и могли бы им помочь. И мы зашли на этот рынок с B2B услугами. Мы оказывали услуги застройщикам. Это были первые наши клиенты. Они все уже достроены, эти объекты. Некоторые
там введены в эксплуатацию, некоторые еще нет, но в целом мы помогали грузинским застройщикам упаковывать их продукты, учить их сервису, обучать их сотрудников, писать скрипты продаж, пользоваться CRM-системами, внедрять CRM-системы, делать сайты, приличные сайты, шахматки на этих сайтах, свободно занятая квартира, как общаться с клиентами, как там, Галя всегда ходила, и у нее была молитва сейлс менеджмент, потому что грузины продали, подписали договор, забыли, платят, не платят человек, там, день рождения поздравить, неважно, бутылку вина подарили при сделке и пока. Галя — это все обучение, еженедельные презентации, Галя там найм сотрудников, постоянно работает. Мы зашли как B2B. И я считаю, что мы довольно серьезный след оставили на грузинском рынке недвижимости свой. Когда я тут готовил оффер какой-то компании, я начал писать список проектов, которыми работали здесь, в Грузии. Их уже больше 10 намного. На двоих точно больше 10. Какие-то проекты мы вели вместе, какие-то проекты Галя вела и ведет сама. То есть она больше как бы в маркетинг, тем более сейчас ушла. А агентство недвижимости GPI, да, возникло после войны. После начала войны возникло агентство недвижимости. Мы вообще никогда не мечтали о агентстве недвижимости. У меня там была какая-то мысль, помнишь, с этажами? Ну, она такая была. Ну, она была, да, довольно такая... Мы хотели купить франшизу федеральной компании агентства недвижимости и здесь внедрить. Я даже подписал договор франшизы на 10, по-моему, лет, на 20 лет. Вот. Мы молодцы, что мы этого не сделали. Нет, а потом меня остановило то, что началось... Я подписал это в декабре. Я начал учиться у них на управляющего и так далее, чтобы понимать, как это работает. Потому что я никогда в жизни не работал с риэлторами. С риэлторами работал, но всегда меня бесили они, эти риэлторы, и сейчас бесят. Вот. И нужно было научиться, как ими управлять. И я начал проходить обучение как руководитель агентства недвижимости. И потом бам, и пандемия. Мне нужно офис открывать. Мне нужно офис открывать. Мы нашли офис помещения. Мы сделали его брендинг, вывеска, там все, мне помогли. Франчай. Вот это слово. Не я франчайзи, а они... Короче, вы поняли. Они. Здесь. Да не надо, зачем это реклама? Я все говорю, реклама. Слово. Слово, да. И пандемия, и закрытие границ, и все. И я понял, что окей. Как вот вчера мы с тобой говорили, я сегодня повторяю еще раз. Если я не успел на поезд, это был не мой поезд. И на этом про агентство мы забыли. И агентство родилось как агентство. Ты говоришь, запись была сделана, да, после начала войны, когда сюда повалили толпы людей, которым нужна была наша помощь. Правильно? Здесь больше Галя расскажет, потому что я в это время сидел в тюрьме. Да, немножко по-другому, потому что в целом запросы на покупку недвижимости стали поступать несколько раньше от наших друзей, от наших каких-то знакомых. Мы же в качестве баловства вели какой-то вот блог на Ютубе просто для себя. Что-то там мы рассказывали, снимали это на телефон. Я что-то снимала, ходила на телефон. То есть не было еще в этом никакого понимания, что это нужно делать на профессиональное оборудование, со светом там, и так далее. Да? То есть мы просто делали что-то, что нам нравилось. И в какой-то момент эти запросы стали поступать все больше и больше. И, в общем-то, до того, как вот эта наша вся семейная, довольно сложная, трагичная ситуация сложилась, что Антон уехал в Россию перед началом войны и там застрял на целый год, в общем-то, мы вот там уже начали обсуждать, что, может быть, как-то вот нам тут создать агентство недвижимости, потому что к этому моменту у нас был перерыв в маркетинге, мы завершили отношения с одним якорным клиентом, до этого был проект, который мы, в принципе, уже, к этому этапу мы вышли из проекта. И вот вроде как у нас такие каникулы сложились, что нам делать, чем заниматься. И вот начался разговор о том, что, может быть, вот агентство недвижимости, может быть, там как-то себя попробовать. Я вообще хотела отдохнуть, мне вообще ничего не хотелось. Мне хотелось вот реально каникулы бонифация просто себе устроить, потому что довольно интенсивная работа была последние эти годы.
Но получилось, как получилось, сложилось, как сложилось. Антон оказался в России, в общем-то, в жутких совершенно обстоятельствах. А я осталась здесь одна, и у меня были здесь родители, и мне нужно было просто встать и сообразить, как бы, что мне делать. И в этот момент начинается война, и я вот вылетаю в буквальном смысле из духа, и из тела, из мозга на две, там, ну, почти на месяц. То есть я была в каком-то страшном состоянии, вообще я не понимала. То есть сначала я рыдала там по поводу того, что произошло у нас в семье, потом началась война, и я еще на 2 недели выпала, потому что я не понимала, то ли надо собирать вещи, укладывать в багажник и вообще всех эвакуировать уже в Турцию в какую-нибудь, да, условно говоря. То есть можем ли мы выйти на улицу, или, может быть, нас сейчас камнями тут закидают, да, хотя, конечно, понятно, что никаких как бы явных предпосылок к этому не было, это все было из страха, но мой ужас, он был подкреплен еще вот нашими семейной драмой, вот, поэтому примерно месяц я вот в этом астрале пробыла, и потом мне стало понятно, что если я сейчас не встану, не начну шевелиться, что-то делать, то, ну, в принципе, все как бы ляжем и помрем, да, вот. И мне тут, я считаю, что, опять же, мне повезло в какой-то степени, потому что наша, как раз-таки, наш якорный клиент, компания Lighthouse, они почувствовали снова необходимость возобновить с нами отношения и в буквальном смысле протянули мне как бы свои гостеприимные руки, какие-то партнерские руки, да. И я возвращаюсь туда, и вот уже там я собрала всех наших ребят, с которыми мы так или иначе там сотрудничали, взаимодействовали до этого в маркетинге, я их подключила обратно к этому проекту. И потом стало понятно, что, ну окей, вроде как запросы действительно нарастают, их количество увеличивается, может быть, мы попробуем еще параллельно, так, в качестве баловства в агентство недвижимости поиграть. И вот тогда сложилось уже, начался сайт, началось какое-то оформление нас, вот упаковка как агентство. Там в компании работало тогда, ну, кроме меня, там 3 агента было. Это была моя мама, моя подруга и еще одна моя подруга. Они фактически между собой подруги больше. Мама, еще там 2 женщины. Вот они там втроем, и я с ними. Вот мы были агентство недвижимости, в котором я еще параллельно занимаюсь маркетингом для крупного проекта, да, с нашими там другими ребятами из команды, с таргетологом, с СММщиком. Там, вот такой был интересный момент. И потом случился хэппи-энд. Не знаю, сколько хэппи-энд. Ну да, хэппи, по крайней мере, да. Потом Антон вернулся, вот, и включился уже в бизнес. И вот тогда бизнес стал обретать форму бизнеса, потому что понятно, что я одна, у меня 2 руки, 2 ноги, я как бы как этот жираф, лишь бы не разъехаться на этих 4 ногах, пытаясь как-то сбалансировать, удержать какое-то равновесие. За все и сразу, да, вот Антон, конечно, сильно помог, подхватил, и тогда уже у нас начала сильно прирастать команда, он увидел потенциал в агентстве недвижимости в целом, мы долго совещались, он спрашивал меня вообще, жизнеспособная ли эта история, как я считаю, я сказала, да, давай, потому что мне уже хотелось, то есть я уже загорелась к этому моменту, и вот тогда Антон меня потащил, говорит, давай мы снимем большой офис, мы наймем много людей, то есть, ну вот, его как бы энергия, которую он саккумулировал, да, за это время, пока его здесь не было, вот, уже двинула все это вперед. Ты вот рассказывала, что тебе проще всегда стартовать, тебе вот интересно начать, вот этот самый творческий процесс, потом тебе... Можно ли сказать, что вы в этом плане как-то дополняете друг друга в плане руководства агентством? Да, надо сказать, что мы сейчас разошлись с точки зрения агентства. Вот. У тебя и хэппи-энд. Нет, ну почему хэппи-энд? Нет, это хэппи-энд на самом деле. То есть, когда мы планировали весной прошлого года, мы планировали там вот переезд в новый офис, там людей и так далее, команду и бизнес делать из этого, а не хобби. Тогда мы с моим другом, с Антоном, нарисовали модель, финансовую модель компании. И тогда было понятно, что агентство отдельно без B2B, оно будет, то есть это такой бизнес, он будет жить на плаву, то есть нам будет хватать на карманные деньги, но это не будет, как бы, мы не будем зарабатывать столько, сколько мы хотим зарабатывать. И только в модели, когда агентство недвижимости и услуги для бизнеса, для девелоперов, тогда это может быть хорошей синергией. И сейчас Галя лучше расскажет, чем я. Галя, да, ушла в новые проекты, которых еще даже на бумаге нет. Есть только земля, и есть идея у владельца земли. И Галя вот на этом этапе интересно, и как бы она
генерит идеи, придумывает маркетинг и так далее. Вот. А агентство уже как объяснить правильно, как помощник, что ли. То есть мы даем обратную связь по проекту, что почем мы можем продавать. То есть она может сделать там анализ рынка на основании агентства недвижимости, что с ним покупает, какой клиент, какие запросы, да, какие цены там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, агентство недвижимости как бренд, который вот уже имеет какой-то авторитет, уважение. В том числе. Ты знаешь, ты правильную вещь такую сказал по поводу синергии. Вот вообще я из сегодняшнего, из нашего разговора сейчас что понимаю, да, у меня как-то складывается картина. Вот ты говоришь, что тебе комфортно общаться как бы с людьми, да, там из стран СНГ, с клиентами, которые приезжают, хотят инвестировать, вложить деньги сюда, в недвижимость, да. А мне, я вот своей миссии вижу и чувствую, и получаю просто невероятное удовольствие от работы с грузинскими застройщиками. Я прям в этом вообще реализуюсь, я кайфую от этой коммуникации, от этих команд, что я там полезна, я там нужна, я хочу с ними, мне очень нравится все с ними. Понятно, что я нашу команду GPI, я тоже это вообще там просто... Ну, то есть именно... То есть завтра на корпоратив придешь? Приду, да. Я тут, наверное, скорее хочу как раз вот акцент на этой синергии сделать, что действительно моя маркетинговая история, она там, ну, очень подкрепляется за счет вот этого притока, да, клиентов, там, агентства недвижимости. При этом агентство недвижимости подкрепляется за счет проектов, которые там я беру, делаю, да, то есть это такой действительно очень крепкий, крутой, интересный тандем, который покрывает очень широкий спектр и аудиторий целевых, да, и продукта, и рынка в целом, и развития рынка, векторов развития, да, то есть мы развиваем клиентский сервис в агентстве недвижимости, да, задаем какие-то тренды там и правила игры, и в том числе мы как B2B сегмент, мы помогаем грузинским застройщикам развиваться, делать классный продукт, который этих клиентов будет устраивать. Вот это прям, я считаю, у нас очень круто получается. Да, да. В этом и прикол, что приезжают клиенты и говорят, я хочу вот такую недвижимость, а тут ее нет. И Галя говорит, у меня вот там есть проект, ну, надо придумать концепцию. Я говорю, вот тебе, вот запрос потребителя, ответьте на него, и тогда я весь проект продам. Сколько там у тебя квартир? 800? Я 800 продам квартир. Несложно. Главное, сделайте продукт, который я могу продавать. По поводу того, что это, как ты говоришь, не супер бизнес-идея агентства недвижимости. По модельке, да. В Excel, когда смотришь на бизнес-модель агентства недвижимости, это не сильно... Смотри как. Если мы говорим про обычное риэлторское агентство, то да. Но когда мы рисовали и рисуем модель и свои финансовые планы на там, 3-5 лет вперед, да, ты же сам видишь, у нас, во-первых, мы платим больше всего по рынку агентам. Мы вкладываемся, колоссальные деньги вкладываем в маркетинг. Ты сегодня видел, сколько Катя рисовала, сколько там нулей в долларах, сколько мы тратим ежемесячно на маркетинг, ежемесячно, постоянно, на продакшн, на рекламу, на SMM, вообще на маркетинг. Мы очень много тратим на маркетинг. Это правда. И в этом мы не можем по-другому. То есть это подход. Мы не можем, мы могли бы сесть вдвоем, снять офис на двоих, там, на вот такого помещения, 30 квадратов, да, там, взять 4 стола. Что в агентстве недвижимости в классике? Это руководитель, там, юрист, 3 менеджера. Они сидят, у них нет ни сайта, ничего, они там на Авито выкладывают объявления, которые нашли где-то там по объявлениям, да. И вот агентство недвижимости. У нас не агентство недвижимости, то есть Не в классическом виде, да? Вот, у нас Georgia Private Investment, частные инвестиции в Грузию. Это лейтмотив всей нашей вот грузинской жизни здесь. И когда вот мы были на выставке в Тбилиси, там наши коллеги из Тбилиси спрашивают, а вот ваш маркетинг окупается? Я говорю, не всегда. У нас были ситуации, когда сезон не очень хороший, а у нас оператор, монтажер, видеограф, СММ, маркетолог, да, деньги в рекламу, и все это, и мы тратим это, а продаж нет. И мы никогда не отказывались от хорошего маркетинга, никогда, даже когда плохие продажи были, мы не закрывались, мы не там, если мы резали косты, то мы просто как бы оптимизировали, но не закрывали. Это принципиальная позиция. Это такой вопрос поддержания уровня качества. Дело в том, что, наверное, действительно та просто аудитория целевая, да, наши клиенты, люди, которые выбирают нас,
Для того, чтобы они нас увидели, для того, чтобы они нас заметили, для того, чтобы оказаться вообще в их пространстве информационном, нужно потратить очень много усилий и поддержать очень высокий уровень стандарта вот этого качества, в том числе картинки, в том числе там, текста, внешнего вида, да, ну, очень многих вещей, удобства, сервиса и так далее, и так далее. И поэтому, да, мы уделяем этому огромное количество внимания, сил, времени, денег в том числе. И сейчас отдает свои плоды. Сейчас нам приходят люди, я говорю, а как вы нас нашли? Она говорит, а как нашла? Забила в Яндексе агентство недвижимости Батуми. Я хочу купить квартиру, как стандартно действует человек. Хочу купить квартиру. Не инвестиции, ничего. Квартиру хочу себе на море. Агентство недвижимости Батуми. Всплывает там сотня агентств. И говорит, у вас самые высокие рейтинги. Самые лучшие отзывы. Как люди ищут? Вот так и ищут. Отзывы, рейтинги. Не фейковые объявления на листингах, да, никакие там, понимаешь, да, просто вот отзывы, люди пишут. Мы действительно просим, я прошу лично каждого клиента, прошу, пожалуйста, напишите отзыв. Любой. Если он будет Не плохой, просишь, если он будет плохой, значит, для меня это будет, называется там, вот, Ляля любит это же слово, КАЗДЕВ. Мы изучим своего клиента, я пойму, где тонкое, где рвется, и мы это подкрутим, и тогда... Нужно вынести урок. И вот сейчас у нас сейчас все подкручено. В этой модельке, которую мы рисовали с Антоном 2 года назад, 1,5 года назад, в ней успех был предприятие от коллаборации B2B бизнеса и B2C. То есть продажа недвижимости клиентам и оказание услуг, и вообще формирование рынка недвижимости. Вообще классно формировать рынок. Мы тренды не следуем им, мы их задаем. Например, в агентстве недвижимости, когда мы начали брать деньги с клиентов за поиск квартир, нам все вот так говорили: идиоты. Что за идиоты? Я видел ролики наших конкурентов, они не говорили четко. Вот некоторые наши услуги стоят бесплатно, а вот обратитесь к некоторым нашим конкурентам, у них услуги платные, обращайтесь к нам. Да я рад, и мы это сделали, и нам платят деньги за это, и мы оказываем качественные услуги. Подожди, но дело же не в том, что деньги платят, а А в том, что услугу что получают есть возможность качественную, сделать да? качественную услугу. Абсолютно. И за нее я знаю, что готовы платить, и много готовы платить, и много готовы платить. Вот. Я когда вел консультации платные по $500, я обалдел, сначала это был прикол, я просто устал разговаривать бесплатно. Много очень говорил, многие звонили, я всем как есть рассказываю. И потом мне люди начали дать обратную связь, что я благодаря поговорил с тобой, сэкономил там $10 000, а я благодаря тебе там заработал $100 000, ну и так далее. Думаю, блин, а почему это бесплатно делаю? Ну ладно, как мы видим развитие бизнеса? Сейчас мы находимся в стадии, когда у компании GPI развивается 2 направления и очень активно и правильно. Это и B2B сегмент, у нас сейчас несколько застройщиков, которых мы ведем и развиваем B2B сегмент, и у нас очень сильно растет количество сделок в B2C сегменте. И сегодня, когда... То есть сделка с клиентом, она очень низкомаржинальная. Чтобы ты понимал, например, вот у Галины и у меня после всех выплат, аренд, налогов и так далее оставалось 10% комиссии на двоих. Средняя комиссия там $2000. Мы с одной сделки кое-как нам удавалось в карман положить по $100. А сделки бывают разные. А сделок были месяца, когда сделок там на пальцах одной руки. Такое тоже было. И представь себе, что такое 5 сделок, и мы 200 зарабатываем с каждым. Как вообще с этим жить вдвоем? У нас еще там дети, родители там, и так далее, ипотеки, аренды и все остальное. Сейчас же этот бизнес выглядит, у нас количество сделок каждый месяц мы растем. Не только в объемах. Мы продаем недвижимость уже стабильно каждый месяц, больше, чем на $1 миллион каждый месяц. Объем сделок растет, количество менеджеров растет. Активно развивается B2B сегмент. Галина нашла отличный проект на Новом бульваре, супер место. Я на это место смотрел, мы вчера обсуждали, да, что это лакомый кусок на Новом бульваре. Новый бульвар развивается быстрее, чем все. Если в прошлом году бомбила аллея героев, да, с Багратиони, с Каллиграфи, с Санрайзом, с Параллелью там, и так далее, сейчас бомбит Новый бульвар. На Новом бульваре доходность от аренды выше 10% везде. То есть на аллее надо поискать, но Новый бульвар весь бомбит. И вот Галя нашла застройщика, который планирует построить дом на Новом бульваре в супер месте на первой линии моря, где вид везде на море. И да, это будет дорого. Мы стоим дорого, мы работаем, но мы оказываем сервис, это будет супер дом, супер качество. Вот что расскажу, что я лезу не в свою. Нет, просто мы разделили, что моя зона ответственности от агентства недвижимости, и я ее делаю хорошо. И мы растем каждый месяц уже. Сегодня был квартальный отчет, ты его слышал. Мы 4 месяца растем. Раньше у нас было так.
У нас месяц вот так, месяц вот так, месяц вот так, месяц вот так. И погоду смотришь там, у нас вот так. Вот. Я мечтал, чтобы у нас был квартал, 2 квартала, чтобы был рост. Вот мы к этому пришли. И так, когда рост постоянный у тебя возникают какие-то излишки, вот, которые ты можешь инвестировать там в технику, например, правильно, в студию. Когда у нас там 2-3 месяца, и у нас нет долгов по зарплате никаких, мы платим хорошие комиссионные агентам. Мы нашли такую команду, и ребята все, как вот Галя сказала, вот мы там нашли дизайнера, было у нас пробел был в дизайнере, нашли у Галя, как там тебе дизайнер? Он говорит, он из нашего теста. Все, мне достаточно, я не разговаривал даже с ним, пусть работает. Мы все в команде из одного теста. Завтра ты это увидишь на корпоративе. Все разные, из разных стран, с разных ситуаций, там, из разных семей, с разным бэкграундом, с разным опытом. Но все из одного теста. Вот как я вижу развитие бизнеса. Если есть такие же люди в городе из нашего теста, с удовольствием примем в коллектив, это нам даст еще больше буста. Почему, опять же, не росли, не рассказала, почему до войны мы не росли так сильно, только B2B делали, агентства не было. Не с кем было работать. Тебя не было здесь, понимаешь? Кати не было здесь, ребят не было здесь. Все жили, ты жил в Питере, кто-то жил в Украине, кто-то жил в Беларуси, кто-то жил, где-то в Донецке. Все где-то жили. А здесь мы жили с Галей. Я думаю, что все как бы складывалось, да, вообще. Действительно, мы были тогда вдвоем, нам было вообще по кайфу. Вдвоем там были еще Да, люди, но... Как-то подключали, но в целом, в общем-то, наверное, и такой особенный... Хотя этажи во многом как раз-таки не сложились из-за того, что... В том числе из-за людей, из-за модели. Людей, да, из-за кадров, потому что у них модель такая, что там просто нужна... Бум-бум. Тебе пишут все время в этих роликах, что ты очень много руками машешь. Да, я очень экспрессивная, это правда. И там тебя мало видно, как бы ты закрываешь руками себя от людей. И я тебе тоже говорил об этом. А Игорь мне говорит, что я чешусь. Вот я сижу сегодня, у меня руки вот так. Да. Ты начал чесаться, ты как про деньги начал говорить, я заметил. Щекотливое тело. Вот. В общем, да, модель этажей подразумевает там большой набор персонала, огромной команды, и, в общем, об этом и споткнулись в первую очередь, что действительно очень сложно здесь было с наймом персонала. Понятно, что когда война началась, сюда стеклись со всех концов, со всех сторон, и у нас команда начала активно развиваться на этом этапе. Но... Раньше просто нанимали только менеджеров грузин отсюда. И тяжело было переучивать. Нам вот повезло, там с Юрой повезло, с Кристиной очень повезло, с ребятами в Лайхаусе повезло. А вот с экспатами, не приезжали сюда продажники. Я не про риэлторов, я вообще людей, которые занимаются продажами. В России продажи, понимаешь, объем рынка большой, там бонусы огромные, все растет, и так далее. Все продажники были там. Здесь сюда приезжали творческие ребята, приезжали, там художники, музыканты, там какая-то творческая интеллигенция, да, какие-то писатели, художники там и так далее. А вот именно сейлзов, хороших, сильных, интересных ребят, их практически не было. И мы искали здесь по крупицам и учили. Вот Галя там, помню, в Лайхаусе 12 человек, правда, помню, презентации, каждое утро, планерка. Все там вот так, выяснить потребность, наладить контакт, там, и так далее. Не забыть позвонить, уточнить, как зовут. Все по классике. Да, люди, если говорить, люди. Так, если, наверное, все какой-то подводить, там, условную черту, да, вообще, что такое GPI сегодня, какие перспективы нашего там развития, я думаю, что мы сейчас находимся на такой потрясающей ступени, на таком этапе, когда у нас просто роскошная команда, мы сделали какие-то невероятные кадровые расстановки сейчас, нам приняли на разные позиции прекрасных людей в команду, и тебя, кстати, тоже, может быть, Алексей к нам будет присоединяться в съемках наших дальнейших. Вот, и люди, еще раз люди, и компания GPI — это люди для людей, и этот слоган действительно работает. И он работает не только в части там непосредственного взаимодействия с клиентами. Это люди для людей внутри компании, это люди для людей в Грузии, на грузинском рынке, это люди для партнеров, да, опять же, для людей. Так что будем прирастать и сохранять то, к чему пришли сегодня. Возможно, я оставлю это в качестве финала, но на самом деле мне возникает не то, что был еще один такой очень важный вопрос, который я хотел вам задать как людям, которые люди для людей,
которые, как, не знаю уж насчет тебя, опять же, Антон, но Галя говорила, что в первую очередь это не про деньги. Вот. Конечно, не про деньги. Деньги это про меня. Вот. Насколько тяжело вообще вот работать в таком бизнесе, где не все от тебя зависит? Одно дело, если ты сам строишь дом, и ты понимаешь, что вот ты его построишь там в 22-м году, и говоришь всем, я его построил в 22-м году. Если ты не строишь, то ты только к себе можешь претензии предъявить. И более того, зная вас, слыша, что вы говорите, то это было бы для вас каким-то звоночком, и вы бы просто стали бы над собой работать и смогли бы это исправить. Но в вашем деле далеко не всегда можно повлиять на застройщиков, на продавцов. Вот как здесь быть? Потому что вы иногда обещаете, там, транслируя чьи-то обещания, да? А потом это возникает, что-то нереально. Ты сейчас про Да не. Блускай, грибычный. Нет, про Blue Sky, когда в нем ключи отдали. Значит, Да. я Ну, начну. просто у Антона в 21 году ролик, где он рассказывает, что в 23-м стабильный доход. Вот, мы уже в конце Смотри, 24-го. давайте я начну отвечать, да. Во-первых, надо сказать следующую вещь. Наши клиенты – это взрослые люди, которые заработали себе денег, чтобы купить зарубежную недвижимость. Это первое. То, что мы говорим в роликах, все понимают, все понимают, как говорит Пивоваров. Значит, это рекламный ролик, который должен привлечь внимание потенциального клиента, чтобы нам позвонить. После этого проводится работа с клиентом, выяснение потребностей. Мой любимый вопрос: зачем вам недвижимость в Батуми? Он начинает мне отвечать на эти вопросы. Я задаю вопросы, квалифицирую клиента, что ему и зачем нужно. Если он обратился по ролику Blue Sky, супер. Он приедет сюда или удаленно, да, я выясню, что ему нужно. Если он и хочет купить апартаменты на Аллее Героев под управлением бренда и получать просто доход, я ему сделаю оффер из 3 разных объектов. И там попал в 2021 году, скорее всего, Blue Sky. Принимает решение о расставании со своими деньгами клиент сам, не я. Я оказываю услугу ему по покупке недвижимости. Я даю им информацию про рынок недвижимости, что строится. Всех всегда говорю, будет сдано позже, всегда говорю. Или наоборот, что у этого застройщика прошлый проект был сдан на полгода раньше. Я информирую и ставлю в курс людей, что происходит. Я не говорю, у нас Blue Sky, мы продаем только Blue Sky, бери быстрее Blue Sky. Понимаешь, я оказываю услугу, когда... Но ты же просто иногда бывает, мне кажется, что ты сам уверен в том, то есть, а потом... Я не могу оказывается, продавать что то, в чем я не уверен. Да, я заставляю себя быть уверенным в этом и продаю это. Когда застройщик не выполняет свои обязательства, окей. Знаешь, что самое интересное? Помимо того, что у нашей компании там НПС 96%, это значит, что 96 из 100 человек рекомендуют нашу компанию своим родственникам и друзьям. Помимо всего прочего, ни один наш клиент не продал недвижимость дешевле, чем он ее купил. Ни один. Даже в горе Blue Sky, который мы продавали в 2021 году по $700, а сейчас продаем по 1500. Да, вот знаешь... Мы про инвестиции, мы про деньги, про услуги. Еще раз повторяюсь, ни один наш клиент не продал недвижимость дешевле, чем ее купил. Ни один. Поэтому, да, возможно, застройщики, то есть я понимаю, о чем ты говоришь. Я какое-то время очень злился здесь. Злился на то, что планерку назначаешь в 10, все приходят в 10:30. Назначаешь встречу с застройщиком на 12, он забывает или загулял, или там вчера гости были, что-то еще. Да, меня первые годы это очень-очень-очень возмущало. Я думал, как это возможно? Потому что я вырос в другой среде, с другим бизнес-климатом и с другими другими обычаями делового этикета. Совершенно другими. Здесь он другой. И я думал, что я тут сейчас приеду, тут шороха наведу, и должно быть, как я воспитан. Нет. Я приехал в другую страну, с другими обычаями, с другими традициями. Да, здесь люди строят долго. Но мы не продали ни один долгострой, наш ни один клиент не остался без денег. Ни одна сделка, повторяюсь, не была продана недвижимость дешевле, чем он ее покупал. 100% с гарантией. Поэтому я не несу ответственность за то, что грузинские застройщики, рисуя в своих рекламных буклетах там вот так, а делая вот так,
Это не моя ответственность. Я не на себя это не надеваю, это не мое. Я не считаю, что я кого-то обманул, я не считаю, что я кого-то там ввел в заблуждение и так далее. Человек сам принимает решение, покупать или не покупать. Я оказываю услугу. Но тем не менее знаешь, что есть какой-то определенный перечень, который, например, ты не продаешь. 100%. Это есть такие, да, есть. 100% есть такие компании, не только я, мы не работаем, компания GPI не работает с довольно многими застройщиками. Если вы не видите застройщика в наших социальных сетях, или вы не видите его на сайте на нашем, мы с ними не работаем, и не просто так. У нас есть основания не работать с этими застройщиками. Строго. А что делать? Вот, ну, конечно, строгость какая-то нужна. И это, опять же, возвращаясь к вопросу о высоте стандартов, качества и нашей совести в том числе, да, уж если говорить, чтобы потом не приходилось краснеть. И там, ну, надо сказать, действительно, у нас там с незабвенным Лускаем много, конечно, вопросов. У нас кидались там камнями в комментариях о том, что и нас, приравнивая там, к мошенникам вместе с вышеупомянутым проектом. Но я полностью здесь согласна с Антоном, что, во-первых, давайте не будем перекладывать ответственность, да, вот, то есть это такая все равно история про то, что это вы нас обманули. Ну, вы обманулись, значит, да, окей, если мы вот так будем рассуждать. Но в то же время я хочу сказать, что у нас есть клиенты, которые приходят к нам, вот даже не с помощью нас они там в этом проекте покупали, да, но они приходят, просят нас помочь в продаже, и мы помогаем. То есть никто не испихнул никого за борт и не сказал, ну и сами теперь разбирайтесь. Поэтому чьи интересы здесь там можно назвать какими-то неучтенными или даже не знаю. Ну, а есть, кроме того, клиенты, которые совершенно спокойно, философски смотрят на эту ситуацию с задержкой сроков, со срывом сроков и ждут терпеливо, когда все будет завершено, и они получат свои ключи и будут радостно отдыхать с видом на море, потому что здание уже есть, локация никуда не денется. Просто нужно еще набраться немного терпения. Вот и все. Наши клиенты понимают, что недвижимость – это очень-очень консервативный актив. И зарабатывать на недвижимости больше 5% – это успех. Вообще в мире так. Я не говорю про какие-то быстро растущие рынки или какие-то аномалии. Да? Аномалия была здесь, например, в начале войны, когда приехала недвижимость, выросла. Вот сейчас у нас портрет клиента немножко поменялся. И сегодня вообще наши клиенты не про инвестиции, а про то, как бы свое заработанное за всю свою жизнь хоть как-то сохранить. Недвижимость в России падает, и ее могут забрать завтра. Вот по щелчку пальцев. Будешь иноагентом, заберут сразу же. В Беларуси вообще молчу. Украина тоже я молчу. Да? Армения, Азербайджан, конфликт. Тоже непонятно, как там и почему. Куда вкладываться? Казахстан растет сейчас хорошо. Но куда вкладываться? Вот 200 миллионов человек живет на постсоветском пространстве. Куда им инвестировать? В Израиле дорого. В Европе спрашивают, откуда у вас деньги. Ну и так далее, так далее, так далее, так далее. В Европе доходность там 0,01. В Израиле там 2%, если есть, это супер. При среднем чеке $500 тысяч. Поэтому здесь все растет. И все будет расти. Я в этом не сомневаюсь. Что долго строят, да. Знаешь, что плохо? Когда долго строят и не достраивают, это беда. И люди теряют свои деньги. Но когда ты вкладываешь $100 тысяч, и тебе обещают через 3 года, что это будет построено и сдаваться, и это не сдано через 3 года, и еще через 3 года, но это уже стоит уже 200. Даже любой недовольный клиент обращается к нам, говорит, продайте, пожалуйста, почем можете продать? Я говорю, за 200. Вот эта боль от того, что долго, она немножко нивелируется. Немножко нивелируется. И еще раз говорю, если мы продали что-то, например, какая-то вторичная продажа, ты купил квартиру, я продал там, другому человеку, и у вас там спор, и суд, и так далее. Вот это была бы моя ответственность. Вот это была бы моя ответственность. И я бы разгребал это, я бы выплачивал бы тебе и тебе деньги и так далее. Я бы это делал. У нас есть там в пункте там, наших услуг, мы гарантируем чистоту сделки. Если что-то не так, ты получишь свои деньги обратно, 100%. Понятно. Не хочу в рекламу скатываться, но ты просто задал вопрос. Я еще раз говорю, я какое-то время греб на себя. Ты прав, у меня такое было, что, блин, я говорю, Галя, давай не будем продавать вот это и вот это. Галя, ну, Вообще ничего не будем продавать. вот именно, она так сказала, а что мы будем продавать тогда? Потому что все строят не так. Понимаешь, все строят там, не выполняя свои обещания. Ну, почти, я условно, все нельзя говорить. Ну, много людей строят так.
И я тебе скажу больше, не только в этой стране. Я когда мы были в Дубае зимой, вот, мы поговорили там с лучшими застройщиками, почитали отзывы. И знаете что? Год — это вообще норма. Потом еще год на ремонт и уже 2 года. А потом ничего не работает. Стены вот такие, все ломается, гниет и так далее. Поэтому, да, а это стоит $500 000, здесь это стоит 50. За те же самые головники. То есть это такой рынок. Он находится на стадии становления. И вот наша как раз задача, вот эта миссия компании, если мы говорим, сделать этот рынок регламентированным, понятным, честным, прозрачным, чтобы застройщик, вот Галя сейчас B2B ведет. Вот я прошу, Галя, вы же построите вовремя. Вот все, что угодно сделаю, но построим вовремя и качественно. Про вовремя, конечно. Галя же маркетингом занимается, как она. Ну а что делать? Понятно, что маркетинг без стройки невозможен. Я ж не воздух продаю, как бы, хотя сейчас технически так оно и есть, там, кроме забора еще ничего, да, там и подушки фундамента, но в целом-то в любом случае это неразрывно связанные вещи, И я очень благодарна застройщикам, которые позволяют, прислушиваются к каким-то советам, к рекомендациям и вообще вовлекают, и в том числе в строительный процесс, для того, чтобы как-то на раннем этапе разобраться, как лучше сделать, как правильно сделать, как сделать так, чтобы это было актуально, качественно и здорово и завтра, и послезавтра, через год, через 3, через 5. А не так, что там фасады такие, что пока строил, за 3 года они уже устарели морально и физически, например, да. Я очень благодарна застройщикам, которые вот так в партнерство действительно берут нас. Вообще, я хочу сказать спасибо тем застройщикам, с которыми мы работали, и которые как губки впитывают все, что мы им говорим. Не все реализуется по разным причинам, но впитывают все как губки и кое-что применяют, и я это вижу. Там, когда мы пролоббировали там, в одном из наших проектов в B2B, там был просто подъезд и лифты. А это все коммерция. Я говорю, что будет здесь? Я говорю, будет коммерция, продадим. Я говорю, подожди, давай возьмем эти 300 метров, не будем продавать никому. Сделай там холл, колясочную, игровую комнату, какой-то, не знаю, там, поставьте 2 компьютера, это нисколько не стоит в вашем проекте, поставить 2 ноутбука и принтер, нисколько не стоит. Сделайте так, и они сделали так. Когда застройщик мне говорит, у нас плохие продажи, пандемия, ничего не продают, что делать, помоги, что делать. Я говорю, ты что любишь вообще, ты чем увлекаешься? Он говорит, я увлекаюсь теннисом. Я говорю, корт сделаем в городе. И это будет для нас, для маркетолога, будет ТП какой-то, да. Вот корт. Круто иметь во дворе дома корт теннисный для жильцов. Классно? Классно. Там, про другой проект Галя там говорит, давайте сделаем, сейчас есть много айтишников, война началась, давайте сделаем дом для айтишников. А что такое дом для айтишников? Дом для айтишников, 2 оператора интернета независимых, один полетел, другой работает. Это важно? Важно. Там, что еще там? Зарядка для электромобилей, для самокатов. Надо? Надо. Ну, для IT. Сделать коворкинг, просто коворкинг, не за деньги, просто коворкинг. Вот, сделать люди, чтобы пришли там. Это в рамках проекта это стоит 0,0001%. А дополнительную стоимость этому создает и буст продаж очень сильный. Да, и концепция зашла, действительно. И все, дом продан был вот так, что война началась, все улетело. Нет квартир больше там. И вот это классно, они как застройщики, как губки впитывают, и классно видеть. Ну, я когда вижу, сколько проектов мы реализовали, сколько применили там застройщики, классно видеть, что мы своими руками изменили этот рынок и меняем каждый день. Не только в сервисе, с точки зрения клиентского сервиса, как GPI, но и с точки зрения бизнеса для бизнеса. Это классно, для этого приехали сюда. Вы не только приехали сюда, но еще и родителей перевезли. Да. И, я так понимаю, так достаточно прочно здесь обосновались, про гражданство мы уже сегодня говорили. Так что спасибо большое, что приехали раньше нас, все подготовили. Да. Вот. Спасибо за интервью. Так и Давай. не узнал про творческую сторону Антона ничего. Про творческую сторону Антона? Потому что про Галю там мы много раз говорили, да. И стихи. А я вот, смотри, я отвечу, она спишется еще, да? Я реально начал переживать в какой-то момент, что у всех хобби есть, а у меня никогда с детства хобби не было. Вот никогда не было никакого хобби. Ну, типа, ходить в горы, это как бы, хобби, это как бы такое, раз в год там с друзьями. И мой психотерапевт говорит, слушай, это общество придумало
что надо заниматься фитнесом, иметь какие-то увлечения, там, рисовать или читать книжки, там, или писать стихи, извините. Ничего Не, личного. ничего личного абсолютно. Это вот разговор с психотерапевтом. Он говорит, если ты нашел свое дело в жизни, и это твое хобби, это твое творчество. Я никогда не считался творческим человеком. Мне Галя говорит, ты прикалываешься? Ты какие рисуешь генеральные планы у коттеджных поселков? Еще там это было. Ну, ты прикалываешь? Я нарисовал как ракушку. Я ее рисовал как ракушку, а не как вот это вот, знаешь. Не как кольцевая Москва, как ракушка, что было из центра, в центре парк. Только парк и ничего больше, только зелень. И оттуда дорожками. Ну вот это творчество? Творчество. Как выяснилось, да? Как выяснилось, дом мы строим, я не хочу вот этот дом такой. Я хочу дом интересный, из дерева, чтобы он дышал, и чтобы он был интересным. Там, хочу плоскую кровлю. Все говорят, дорого, невозможно. Там, Снегом занесет, обвалится, да. обвалится, дом упадет. Я говорю, хорошо. Я хочу дом современный, деревянный, с плоской кровлей. Я хочу. И вот мы так рисуем. Это тоже творчество. То есть я нашел, мое творчество, оно в работе. Мое творчество придумать интересный скрипт. Мое творчество, вот все, что в Телеграме происходит, это моих рук дело, это мое творчество. Я каждый день делаю 1, 2 или 3 поста в день. Каждый день. Выходные, не выходные. Кто-то мне помогает, кто-то подстраховывает, кто-то делает картинки. Но в целом вот мое творчество. Это мое творчество. Сейчас мое творчество, ты делаешь мне шорты, я их выкладываю регулярно. Это мое творчество. То есть я через работу, то есть рассказываю, что такое ипотека, как ее взять, там, что такое рассрочка 5-25-70, да, что такое там мошенничество. То есть вот это и есть творчество. Вот что такое творческая сторона меня. То есть ты нашел творчество в своей... Это не я нашел, это помог мне мой психотерапевт. Сначала Галя помогла, но давала обратную связь. Вы что, прикалываешь, какой-то не творческий? Ну, я типа не рисую, знаешь, там, я там... Ну, я ничего такого не... Но в целом, если посмотреть на мою жизнь, как бы и отмотать и посмотреть, что я делал, ну, это и есть творчество. Это правда. Ну, ты же сейчас тоже, по сути, в работе Тоже творчество, реализуешься. конечно. Галя уехала в отпуск на неделю, отдыхай. И сидела, занималась концепцией жилого дома. Не стихами уж. Не стихами, да. Надо сказать, да, стихи остались вообще, видимо, где-то глубоко в прошлом, потому что теперь моя голова всегда занята. То есть я уже не руками, да, что-то делаю, там, когда мелкая моторика освобождает голову, и там вот можно пофантазировать. А теперь я как-то интеллектуальное творчество у меня постоянное, Вот классно, беспрестанное. вот да. творчество. У нас еще штук 10 или 15 книжек Есть, да? стоит. Да, у мамы стоят в этом. Да, можем мы привезти, Будет подарить тебе. Да, тебе подарим, и можем нашим подписчикам за Нет, там- самые интересные комментарии к этому видео. Мы дарим книжку с твоим автографом. Да, с моим За автографом. самое- Сборник стихов. Да, за самый оригинальный комментарий, Определять, интересный. конечно, будешь ты. А? Определять, Определяешь конечно, ты, да? ну, конечно, Ну, ты. да. А кто еще? Ну. Так что старайтесь придумать вот, самый крутой комментарий. Что ж, все, подписывайтесь, ставьте лайки. То, что вот Антон не любит говорить, я все-таки скажу. Все, спасибо. Спасибо, большое. друзья.